Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 19 января, воскресенье. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу обратился к нации. Нетаньягу называет первый этап соглашения об освобождении заложников, цитирую, «временным прекращением огня», и говорит, что именно так его назвал и избранный президент США Дональд Трамп в своих первых публичных комментариях по этому соглашению, которое, напомню, должно вступить в силу уже сегодня. Нетаньягу говорит, что и Трамп, и президент США Джо Байден подчеркнули, что Израиль может возобновить боевые действия в секторе Газа, если не будут реализованы следующие этапы соглашения. По его словам, Израиль не успокоится, пока, цитирую, «не будут достигнуты все его военные цели», включая возвращение всех заложников, которые удерживаются в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу в своей речи заявил, что США пообещали Израилю предоставить оружие, которое необходимо для возобновления боевых действий в случае необходимости, и сделают это новыми способами с очень большой силой. Кабинет министров и правительство одобрили рамки возвращения наших заложников, продолжает Нетаньягу. «Мы вернем обратно еще 33 наших брата и сестры. Большинство из них живы», — говорит премьер-министр. Сделка стала результатом сопротивления Израиля давлению извне и изнутри, а также сотрудничества с уходящей администрацией Байдена и новой администрацией Трампа. Президент Трамп присоединился к миссии по освобождению заложников с момента своего избрания. Он говорил со мной в прошлую среду вечером и приветствовал соглашение. Трамп справедливо подчеркнул, что первый этап соглашения – это временное прекращение огня, продолжает премьер-министр. По словам Нетаньягу, в преддверии будущих этапов соглашения, цитирую, «мы сохраняем значительные активы, чтобы вернуть всех наших заложников и достичь всех целей войны». И президент Трамп, и президент Байден полностью поддержали право Израиля вернуться к боевым действиям, если Израиль придет к выводу, что переговоры по второй фазе ни к чему не приведут. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявил, что он твердо стоял на 3 вопросах в ходе переговоров о прекращении огня, проходивших при посредничестве США и Катара. Хамас требовал, чтобы мы заранее взяли на себя обязательство прекратить войну в качестве условия того, чтобы Хамас вообще вошел в рамки освобождения заложников. Они выдвинули всевозможные дополнительные диктаты. Нетаньягу говорит, что Израиль не будет уменьшать численность войск в Филадельфийском коридоре, но увеличит их на первом этапе. Этот комментарий премьер-министра, по-видимому, противоречит условиям сделки, в которых говорится, что Израиль, цитирую, «постепенно сократит свои силы в районе Филадельфийского коридора на первом этапе и завершит вывод из коридора к 50-му дню». Нетаньягу говорит, что наши силы будут размещены внутри полосы и будут охранять ее со всех сторон. Это же предотвратит контрабанду оружия и вывоз заложников. Премьер-министр также заявил, что осужденные палестинские террористы, освобожденные из израильских тюрем, не будут выпущены в Иудею и Самарию и отправятся либо в Газу, либо в другие места за рубежом. Заключенные, отбывающие серьезные сроки за терроризм, которые не были признаны виновными, будут выпущены в Иудею, Самарию и Восточный Иерусалим. Сделка стала возможной благодаря успехам Израиля в многофронтовой войне, в которой пострадала вся иранская ось, а Хамас оказался изолированным. Мы изменили лицо Ближнего Востока. Сегодня Хамас соглашается на то, на что они раньше не соглашались. Кампания еще не закончена. Впереди долгий и сложный путь. Биньямин Нетаньягу заявил, что Израиль не успокоится, пока все заложники из Газы не будут возвращены домой. На сегодняшний день мы вернули домой 157 наших заложников, 117 из которых вернулись домой живыми. В рамках соглашения, которое сейчас ратифицировано, мы вернем домой еще 33 заложника.
Правительство одобрило план возвращения наших заложников. Это цель войны, от которой мы не отступим, пока она не будет завершена. Соглашение с Хамас удалось достичь благодаря героизму наших бойцов в бою, а также сохранению Израилем твердой позиции на переговорах. И все это несмотря на сильное давление, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Новости на радио Нария. Тысячи людей собрались вчера, в субботу, 18 января, в Тель-Авиве на еженедельный митинг, призывающий освободить пленников примерно за 12 часов до вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Напомню, что в рамках соглашения 33 заложника будут освобождены в первой гуманитарной фазе соглашения. Остальные 65 заложников должны быть освобождены в ходе следующих фаз соглашения. Начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Алеви в своем видеообращении заявил, что интенсивные боевые действия наших военных против Хамас позволяют освободить заложников в рамках предстоящего соглашения о прекращении огня. Уже более года и 3 месяцев Цахаль ведет борьбу с Хамас и добился важных достижений. Мы разгромили военное крыло Хамас и ликвидировали командование организации и ее лидера Яхью Синвара. Работа на этом не заканчивается. Нам еще многое предстоит сделать. Мы сделаем это с большой силой и решимостью. Мощные боевые действия армии обороны Израиля создали необходимые условия для достижения важнейшей цели. Цели, стоящие перед нами сегодня, это возвращение заложников на родину в их семьи, говорит Алеви, добавляя, что боевые действия имеют высокую цену. Мы не остановимся, мы не успокоимся, пока они не вернутся. В ближайшие дни армия обороны Израиля подготовится к усилению оборонительной позиции вдоль границы с сектором Газа. Этот план был разработан заранее и включает в себя как оборонительные, так и наступательные компоненты. В обещании, данном между армией обороны Израиля и израильским обществом 7 октября, которое мы не смогли сдержать, мы полны решимости твердо стоять на своем и гарантировать, что столь тяжелое, жестокое и ужасное событие никогда не повторится. Несмотря на первоначальную неудачу, Цахаль в этой войне спланировал, реализовал и добился многих достижений. Ближний Восток изменился. Наша карта угроз полностью изменилась, открылись новые возможности, и мы готовимся к новым вызовам. На протяжении всего этого пути мы были полны решимости достичь целей войны, и мы продолжаем это делать. Об этом заявил начальник Генштаба Цахаля Герци Алеви. Главные новости Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу опровергает заявление министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о том, что Бен-Гвиру обещали уволить главнокомандующего Цахаля Герци Алеви, если Итамар Бен-Гвир согласится остаться в правительстве. Цитирую: «Бен-Гвиру ничего не предлагали», говорится в заявлении канцелярии премьер-министра. Это полная ложь. Конец цитаты. Напомню, что ранее Итамар Бен-Гвир объявил, что уже сегодня, в воскресенье, он подаст в отставку в знак протеста против соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, хотя он и заявил, что не будет стремиться к распаду коалиции. Израильская служба новостей продолжает свою работу. Организация, представляющая пострадавших от нападений террористических элементов на территории Израиля, обещает подать иск в высший суд с требованием остановить освобождение палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня, назвав это, цитирую, «победой убийц».
Они освобождают террористов, и это означает, что премьер-министр Биньямин Нетаньягу под давлением избранного президента Дональда Трампа подвергает опасности людей, которых лишат жизни в будущем. Израиль не извлек урок из последних 3 обменов пленными, в результате которых освобожденные заключенные совершали новые нападения. Яхья Синвар, организатор нападения 7 октября 2023 года, спровоцировавший войну между Израилем и Хамас, был освобожден вместе с более чем 1000 палестинских заключенных в рамках сделки 2011 года в обмен на Гилада Шалита, израильского солдата, которого похитили из танка в Газе и держали в плену в течение 5 лет, заявила организация, представляющая пострадавших от нападений террористических элементов. Новости на радио Нария. Армия обороны Израиля заявляет, что завершила подготовку к приему заложников, которых Хамас должен освободить уже сегодня, 19 января, из сектора Газа в рамках предстоящего соглашения о прекращении огня. Военные сообщают, что построили 3 комплекса вблизи границы с Газой. Там же заложники встретятся с представителями армии обороны Израиля, включая врачей, психологов, и получат первичную медицинскую помощь. Оттуда их доставят в сопровождении армии обороны Израиля в больницы Израиля, где они уже встретятся со своими семьями. По оценкам армии обороны Израиля, с момента передачи Красным Крестом заложников бойцам спецподразделения в Газе до момента их отправки из армейских объектов в больницу пройдет около 2 часов. Тем временем израильские военные заявляют, что находятся в состоянии повышенной готовности на случай различных сценариев, которые могут произойти после вступления в силу сегодня утром соглашения о прекращении огня с Хамас. Кроме того, за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня в 8:30 утра сегодня армия обороны Израиля продолжит наносить удары и уничтожать инфраструктуру, используемую Хамас в секторе Газа. Южное командование также усиливает войска и ПВО вдоль границы с Газой и готовится реагировать на инциденты, если это потребуется. Военные оценивают, что до прекращения огня или даже во время него из Газы может быть произведен ракетный залп. Тем не менее, никаких изменений в руководящих принципах командования тыла для гражданских лиц не предусмотрено. Если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, если второй этап не будет реализован по истечении 42 дней, армия обороны Израиля заявляет, что она готова немедленно вернуться к боевым действиям в соответствии с решением, принятым Израилем. В заявлении, осуждающем, цитирую, «ужасное соглашение о прекращении огня с Хамас», министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявляет, что он не будет сидеть в правительстве, которое, не дай бог, остановит войну и не продолжит ее до полной победы над Хамас. Хотя Смотрич и говорит, что рад возвращению некоторых заложников домой, он предупреждает, что сразу после этого нас ждет, цитирую, «трудная задача. Задача вернуться и сражаться до победы». Напомню, что Смотрич и его партия «Религиозный сионизм» голосовали против соглашения об освобождении заложников, но они остаются в правительстве после того, как премьер-министр Нетаньягу, как сообщается, согласился на ряд требований Смотрича. «К сожалению, мы не смогли предотвратить эту опасную сделку», продолжает Бецалель Смотрич. «Но мы настояли и смогли обеспечить посредством решения правительства, Кабинета министров и другими способами, что война не закончится никоим образом, пока не будут достигнуты ее цели, прежде всего полное уничтожение Хамас в Газе», заявил Смотрич. Несмотря на то, что многоэтапное соглашение о прекращении огня, одобренное правительством накануне, заканчивается постоянным прекращением огня, мы потребовали и получили обязательство полностью изменить метод ведения войны, в том числе и путем постепенного захвата всего сектора Газа, снятия ограничений, наложенных на нас администрацией Байдена, и полного контроля над сектором Газа, чтобы гуманитарная помощь не доходила до Хамас, как это было до сих пор, говорит Смотрич, заявляя, что другого способа достичь целей войны нет.
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращение огня между Хамас и Израилем является обнадеживающим событием, но также предупреждает, что премьер-министр Биньямин Нетаньягу имеет длительную историю нарушений соглашений о прекращении огня. Цитирую: «Каждый должен внести свой вклад, чтобы не допустить возврата к прошлому в Газе. На Израиль необходимо оказывать постоянное давление», – заявил Эрдоган. Он также затронул отношения Турции с новой сирийской администрацией и похвалил ее за инклюзивный подход. «Мы окажем всевозможную поддержку, чтобы Сирия снова стала единой, сильной и процветающей», – добавил президент Турции. Новости на радио Нария. В это же время лидер Хизбаллы Наим Кассем поздравил палестинцев с соглашением о прекращении огня в секторе Газа, заявив в своих первых комментариях с тех пор, как Израиль и Хамас достигли соглашения, что это соглашение доказывает стойкость сопротивления Израилю. Эта сделка, которая не изменилась по сравнению с тем, что было предложено в мае 2024 года, доказывает упорство групп сопротивления, которые взяли то, что хотели, в то время как Израиль не смог взять то, что хотел, заявил в своей речи лидер поддерживаемой Ираном ливанской террористической группировки. Большинство израильской общественности поддерживают продолжение сделки о заложниках на втором этапе, говорится в опросе общественного вещателя Израиля КАН-11. Опрос показывает, что 55% населения Израиля хотят, чтобы соглашение продолжалось, даже если это и означает окончание войны. 27% населения считают, что война должна возобновиться после первой фазы. Ну а 18% говорят, что не знают. Новости на радио Нария. Еще раз напомню, что Израиль намерен освободить до 1904 палестинских заключенных из израильских тюрем, в том числе несколько человек, отбывающих пожизненное заключение, в обмен на 33 израильских заложника. Среди освобожденных палестинцев 737 заключенных, отбывающих наказание по соображениям безопасности, некоторые из которых отбывают пожизненное заключение. Среди них и члены Хамас, палестинского исламского джихада и правящего движения Фатх палестинской автономии, а также женщины и дети, содержащиеся вместе в израильских тюрьмах. Некоторые заключенные были освобождены в 2011 году в обмен на пленного солдата Гилада Шалита, позже арестованы повторно. Министерство юстиции опубликовало имена 735 палестинских заключенных, чтобы разрешить подачу петиции против их освобождения в Высший суд Израиля. Израиль также освободит 1167 палестинцев, задержанных в секторе Газа во время наземного наступления армии обороны Израиля, которые не принимали участие во вторжении и резне, организованной Хамас 7 октября 2023 года. Главные новости Израиля. Напомню, что вернулся наш официальный телеграм-канал. Подпишитесь уже сейчас. Если вы нас смотрите по телевизору, телефоном отсканируйте QR-код на своих экранах. Также ссылку на наш телеграм-канал мы оставим в первом закрепленном комментарии под этим видео. В нашем телеграм-канале мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Все оперативные новости в нашем телеграм-канале. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь на наш канал, нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите на палец вверх, если вам понравилось видео, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Мы всегда на связи в нашем телеграм-канале. Уже завтра, 20 января, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.